Всем привет, это канал Anigame 21. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Предыдущая глава One Piece подтвердила, что Кайдо и Большая Мамочка не вернутся. Итак, пираты Соломенной Шляпы наконец-то могут отпраздновать свою победу над Императором морей. Момоноsuke – новый сёгун страны Вано, а Ямато присоединился к команде Луфи, чего мы все и ожидали. Что же, перенесемся в 1052 главу манги One Piece. Она называется «Новое утро». На обложке показано, как некий ученый, он же Сезарь, так и не смог сбежать. А Джермани возмутивно обеспокоены. На первой странице показана святая земля Мориджоа. Тяжелая ситуация. Там говорят, что Ника снова появился в этом мире. Дальше говорят, что двое Йонка пали, и такое невозможно скрыть. Новость об этом взбудоражит весь мир. В море возле Вана. С корабля правительства говорят, что слон ушел, растворился в тумане. Лысый Горосей говорит, что границы Вано по-прежнему закрыты, она до сих пор остается неприступной. Далее говорят, что там они изменили свои планы, исходя из текущей ситуации. И среди них есть проницательные люди. Поэтому прямое вторжение по-прежнему невозможно. Но они могут хотя бы, возможно, захватить Нико Робин. А здесь тот самый агент. Им кто-то звонит, или они звонят кому-то. Здесь говорят, что кто-то перехватил наш сигнал. Тот самый агент говорит, слушать его по Ден-Ден-Муше. Это те самые корабли правительства, которые плыли на Вано. Это им звонят и приказывают оставаться на месте. Потому что он уже в пути. После 20 лет под гнетом тирании, страна Вано встретила новости о победе Козуки с ликованием. Замок Анигашима. Хоукинс спрашивает у Дрейка в том, что все это время Дрейк был из правительства. А Дрейк говорит, что он правда считает, все возьмет и расскажет ему. Далее Дрейк говорит, что только ради этого шел к нему. Или хочет сказать что-то еще. А Хоукинс еле сел рядом. Дрейк рофлит Хоукинза насчет его карт. Как он не видел свою судьбу через карты. Хоукинс далее говорит, что когда столкнулся с Кайдо, увидел смерть и сдался, после стал его подчиненным. Но Кид и его команда были готовы умереть. Но даже после, предвидев победу Кида, он просто не мог приползти к ним обратно. Флэшбэк того самого момента, когда Хоукинс нагадал 1% выживаемость до следующего дня. Дрейк спрашивает, что тот человек был сам Хоукинс. Хоукинс говорит, что да, это был он. Цветочная столица, спустя 7 дней после окончания войны. Далее этого праздника будет еще одна фестиваль, то есть еще один праздник. Учитель говорит своим ученикам, что им надо начать учить историю с самого начала. Ученики просто в ахуе. Первый урок будет посвящен Козуке Одину. Люди говорят, что красавица страны Вано, Камурасаки, на самом деле дочь Одина сама. Из пылающего замка спас Каппа Кавамацу Дона. Также говорят, что это невероятная верность. А другой самурай из красных ножен присматривал за ней все это время. Далее говорят, что босс Кёсера на самом деле Денжиро Дона. Он просто маскировался. Райская ферма. Народ говорит, что воин, который победил Кайдо, известен как Джойбой. Его героизм не уступает легендарному богу меча. Ринго – вечная могила. Кинемон и Ножны построили святилище для павших собратьев, и далее говорят, что они будут видеть всю цветочную столицу, так же как бог меча Рюма. Один сама будет покоиться там, окруженный его верными вассалами, как Ясуидона, и остальные даймё, что сражались за страну Вано. А также Ашура и Иза. Они погибли в этой войне. Анимару лает. Кавамацу спрашивает у Анимару, что будут ли почитать также их, когда придет и их время. Кинемон спрашивает у Марка, что он не против этого. А Марко говорит, что это правильно, в том, что родная страна станет его последним пристанищем.
Марко говорит, что оказалось еще рано говорить «прощай». Кавамацу говорит, что это знакомое чувство. А Кинемон говорит, что они смогли выжить, но потеряя еще кого-то из их героев, он бы не выдержал. Кто-то говорит, что надо помолиться за то, чтобы они оставались в добром здравии. Ямато ждет, пока проснутся Луфи и Зора, и за это время она даже не кушала. Далее говорят, что есть хорошие новости. И для Ямато тоже. Говорят, что Луфи и Зора очнулись. Ямато рада. Камурасаки бьет ногой Момоноски Куна за то, что он ведет себя как девчонка. А Момоноски говорит, что это не так уж и больно. Луфи кричит «мясо», а Зора кричит «саке». Луфи, как всегда, ест очень много еды за секунду, а Зора пьет саке чуть медленно, но все равно быстро. Момоноски рад, что они очнулись. И Ямато тоже рада. Момоноски говорит, что не надо есть много еды, потому что он закатит грандиозный пир для всей страны. И устроит его прямо в этот день. Ямато вцепился на Луфи. А Чоппер на Зора. Они не узнали Момо из-за его внешности, то есть взрослую версию. Они удивлены. И хотят с ним подраться. Момоноски, как и раньше, рыдает и набросился за спасением на грудь Нами. А Нами ударил его, потому что он уже большой. Момоноски говорит, что ему 8 и ему не больно, а Нами говорит «точно». Далее Санджи и Брук смеются над ним, то есть злорадствуют. Ямато смеется над ним и кладет тарелку на голову Момоноски, а Момо злится. Ямато говорит, что он должен поблагодарить родителей за то, что у него крепкое тело. И он однажды станет лучшим самураем этой страны. А Момо говорит, что будет стараться. Нами зовет Ямато принимать ванну перед фестивалем, потому что ее пост закончился. У людей в ванне есть обычай отказываться от еды взамен исполнения желания. Она пообещала не есть и не мыться до тех пор, пока они не очнутся. Луфи очень рад за это, и Джимбей тоже. Зора удивлен, что почему он не такой грязный, потому что его мыло Камурасаки, когда он был без сознания. А Санджи ревнует и говорит «выйдем 1 на 1». Зора вспомнил, как Санджи говорил, что если он перестанет быть самим собой, то надо будет убить его. Зора говорит, что он вернулся из ада, чтобы выполнить обещание убить его. А Санджи говорит, что больше не нужно. Далее Ямато отказывается принимать ванну вместе с девочками. А Окику хочет присоединиться к девочкам. Замок Одина. Время ванны. Мужская баня. Ямато пришла принять ванну вместе с мужиками, а Момо, Санджи и Брук просто в ахуе. Женская баня. Окику моется с девушками и говорит, что он раньше принимал ванну с мужиками, и ему тогда всегда было неловко. Люди говорят о пире. Народ сильно рад возвращению клана Козуки. Порт Такаги, Удон. Фрэнки, плотники и Усоп отремонтировали корабли. Фрэнки говорит, что генерал Фрэнки тоже как новенький. Беппа, Киллер и остальные восхищены над генералом Фрэнки. Кит говорит, что не надо брататься с остальными и не ослабить бдительность, пока они не окажутся в море. И думают, как журналисты узнают обо всем и определенно напишут о том, что случилось. И после того, как одолели 2 Йонка, они станут главными мишенями. Ло говорит, что это верно. Но то, что границы Вана закрыты, не означает, что они ничего не узнают. А вот они, наоборот, не смогут узнать их реакцию. Команда Ло гадает, какой же будет новая награда капитана, думают явно огромной. Апу приходит и говорит, что они все правы, им уже все известно. Интересно, говорит, откуда? А они говорят, что это он слил инфу им. Апу говорит, что их новые награды уже известны. И хотят ли они узнать об этом? Бросил газету, на котором все написано. Их новые награды и имена тех, кто был объявлен новыми императорами морей. Сакадзуки звонит адмиралу Рикугью и говорит, где он сейчас находится. А адмирал говорит, что он находится в небе, и Сакадзуки снова спрашивает, а поконкретнее. И тот отвечает, на подлете к Вана. Сакадзуки говорит, что не надо делать ничего лишнего. А автор говорит, что адмирал Рикугью вступает в игру. На этом все, глава заканчивается. Главные герои очнулись. Стала известна сила адмирала Рикугью.
и есть уже информация о том, кто станет новым Йонко и новых наград, которые покажут в следующей главе. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Всем пока!